профессиональная аудиоархитектура, 2 ЦАП-усилителя с независимым выводом на каждый из каналов, малые габариты, стильный дизайн, а также высокая мощность декодирования и поддержка HiRes Audio и MQA. Все это указано, разумеется, в рекламе к портативному усилителю FiSi-4 от компании HiBuy. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Разумеется, я его приобретал на распродаже, и у них очень часто на сейлах эти штуки. Почему? Потому что, не особо они меняются. Ты со звуком мало что придумаешь. Просто удобнее становится. Начнем, как всегда, с распаковки. Нас встречает небольшая приятная черная коробка, на которой указаны характеристики ЦАПа, поддержка HiRes Audio и громкий слоган «Make Music More Musical», что переводится дословно «Сделай музыку еще более музыкальной». Масло масляное. Внутри есть весь необходимый минимум для использования, не считая проводных наушников. Ну и, разумеется, источника. Телефона сюда тоже и плеера не положили. Здесь у нас сам усилитель, 2 толстых кабеля, один из которых короткий с Type-C на Type-C, а второй с USB-A на Type-C. Также есть инструкция, гарантийный талон, сертификат соответствия продукта и ваучер на ссылку в $9.99 в фирменном приложении HiBuy Music, которое доступно на Андроиде и на айфоне, и вряд ли кто-то им когда-то воспользуется. Хотя напишите, может быть, вы и пользовались. Габариты ЦАПа вы видите на экране, а вес его составляет 23 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к девайсу. Полетели. В продаже усилитель FiSi-4 есть в черном и синем расцветках. Корпус выполнен из металла с матово-черным анодированным покрытием. Покрытие тактильно приятное и не маркое. В ЦАПе предусмотрено 2 выхода под наушники на 3,5 мм мини-джек и на 4,4 мм. Также есть разъем питания через Type-C. По органам управления здесь есть только кнопка громкости, шкала регулировки громкости 30-уровневой и без потери качества звука. Также здесь находится световой индикатор с отображением различных цветов в зависимости от того, что воспроизводится. На экране вы можете наблюдать, в каких условиях горит тот или иной цвет. Все максимально подробно. Летим дальше. В самом FiSi-4 стоит 2 чипа. Это ES9219 Technologies, которые обладают почти high-end звуковыми характеристиками в этом форм-факторе. Можно и лучше, но там уже сильно дороже. Также у чипов есть поддержка декодирования аналогового преобразователя PCM до 768 кГц на 32 битах из цифрового DSD-256. Как я уже говорил ранее, здесь есть поддержка MQA с развертыванием до 16 раз по USB. А кто не знает, знайте, что это очень перспективный и аутентичный стандарт качества воспроизведения, который позволяет более детально воспроизводить музыку с малейшей точностью. Разумеется, наушники нужны соответствующие. Пока музыка такого качества на смартфонах есть в Apple Music и HiBuy Music. Плюс вы и сами можете закачать. Также есть информация о том, что схожее качество звучания добавили в приложение в Яндекс.Музыке и Hi-Fi. Они поддерживают HiRes. Далее, звучание Hi-Beat FiSi-4 в паре с Android-устройством отличное. Слушал их я на наушниках Logitech G Pro X. Да, это не аудиофильские наушники, сопротивление у них всего 32 Ома, но даже они хорошо себя показали с FiSi-4. Опять же, все относительно стоимости. С FiSi-4 слышно больше деталей, даже если вы будете прослушивать музыку через смартфон. Уровень детализации меня приятно удивил. Сцена теперь имеет свою структуру и большую глубину. В общем, HiBuy FiSi-4 способен уверенно раскачать наушники с сопротивлением до 300 Ом, хотя это все на бумаге, а по факту, наверное, все-таки до 50. Летим дальше. HiBuy FiSi-4 можно использовать не только с телефоном или планшетом, но и с ПК. Для этого производитель предусмотрительно положил в комплект кабель с USB-A. На компьютере ЦАП показывает себя гораздо лучше встроенных аудиокарт по всем параметрам. Прирост качества такой же высокий, как на смартфонах. Также FiSi-4 можно использовать в играх на телефоне или на ПК. Кто сидит на встроенных аудиокартах, заметит улучшение с FiSi-4 ориентации в пространстве по звуку с четкими источниками звука. Конечно, усилитель не предназначен именно для игр, но даже так он даст вам хорошее преимущество благодаря более точной передаче звука. Теперь к самому главному. Минусы во время эксплуатации — это, конечно, провода. Кто привык к беспроводным наушникам, это будет очень больно. Но это жертва комфортом с лихвой окупится качеством звука. Особенно если у вас есть хорошие наушники, которые HiBuy FiSi-4 могут раскачать.
Также вы могли заметить, что я не упоминал в устройствах iPhone, поддержка их есть, но с очень большой оговоркой. Стандартные Lightning кабеля не могут поддерживать мощность Hi-Bi FC4. Поэтому производитель продает отдельную версию FC4 под iPhone с собственным Lightning кабелем, который позволяет обойти это ограничение. А если вы захотите купить сторонний переходник с Lightning на Type-C, то никто не гарантирует, что получится запустить. На iPad'ах шанс запустить FC4 с обычным переходником чуть выше за счет их более мощного аккумулятора, но опять же это игра в рулетку, и обладателям яблочной продукции остается брать Hi-Bi FC4 только с оригинальным кабелем под Lightning. Это, конечно, дороже Type-C-шной версии. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи» и мой личный телеграм-канал. Там мы постоянно общаемся. Вообще социальных сетей много всяких. Добавляйтесь везде. Везде свое комьюнити. Кто-то любит фотографию, есть отдельно телеграм, есть отдельно новости. Все в описании. Резюмирую. Hi-Bi FC4 — это отличный усилитель с топовым звучанием, который явно заслуживает внимания, если вы любите музыку, и который почти не имеет недостатков. Опять же, за свои деньги. От меня Hi-Bi FC4 однозначное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.